Революция в практике медитации. Состояние ума отражается на активности мозга. Многочисленные научные эксперименты показали, что для состояния подлинной медитации шаматхи характерно сильное доминирование электрического альфа-ритма мозга над ритмами бета и дельта. И если еще полвека назад для такой проверки требовался электроэнцефалограф размером с большой шкаф, то сейчас это можно сделать с помощью нейрогарнитуры, портативного бытового устройства с одним или несколькими каналами считывания электроэнцефалограммы, ЭЭГ. Научно-технический прогресс не только уменьшил громоздкие электроэнцефалографы до размеров небольшой гарнитуры, но и сделал их дешевле в сотни раз. Еще полвека назад учиться медитации можно было только с помощью гуру или книжного руководства. Нейрогарнитуры – это третий способ. Более того, это самая настоящая революция в изучении медитации и ее практики. Раньше для подобной задачи потребовался бы ясновидящий гуру, которому приходилось бы каждый день говорить начинающему медитатору о том, что сейчас тот находится в состоянии медитации, например, через 2 секунды совсем, или частично, вышел из этого состояния. В 1993 году мне довелось участвовать в частном проекте создания электроэнцефалографа. В 2011 году я собрал любительский двухканальный электроэнцефалограф проекта OpenEEG с 5 электродами, но качество считывания ЭЭГ у него было весьма низким, а программное обеспечение сырым и малоинформативным. Лучшее приложение могло только показывать уровни отдельных ритмов на экране, а не сразу уровень медитации, а также не было контроля качества считывания ЭЭГ, оценки качества контакта с кожей и так далее. С тех пор ситуация заметно улучшилась, и теперь доступны не только различные любительские ЭЭГ-проекты, но и десятки вариантов готовых коммерческих разработок для считывания электроэнцефалограммы в домашних условиях. В качестве примера можно привести нейрогарнитуру Mindwave Mobile компании NeuroSky. Это была первая, доступная с 2011 года. Массовая дешевая, по сравнению с ценой профессиональных электроэнцефалографов, нейрогарнитура. Кроме того, именно для этого семейства нейрогарнитур имеется наиболее удобное специализированное программное обеспечение, написанное медитатором для медитаторов. Речь идет о моих приложениях ЭЭГ-медитация для Windows и Android, а также о версии данного приложения для iOS, написанной Александром Локом. С точки зрения изучения медитации и ее практики, нейрогарнитуры можно использовать 2 основными способами. Первый способ – быстрая оценка своей способности медитировать, если говорить о классической буддийской медитации шаматхи, основе буддийской практики и самой сложной ее части, совпадающей по своей сути с йоговской медитацией самадхи, 8-й частью йоги Патанджали, а также и с сутью практики дзахчена, дзадзена и некоторых других восточных психотехник ускоренного саморазвития для достижения сверхсознания. Такая проверка наглядно показывает, чем именно человек занимался на коврике для медитации. Второй способ, собственно, помощь в изучении медитации. Для этого подходят приложения, которые при выходе из состояния медитации подают звуковой сигнал всякий раз настолько быстро, насколько это возможно с учетом технических ограничений нейрогарнитуры, за пару секунд, обеспечивая тем самым достаточно быструю неврологическую обратную связь, ускоряющую изучение медитации. Эта быстрая обратная связь дает возможность тем, кто только приступает к практике медитации, нащупывать правильное состояние самадхи, потому что одно только безмыслие не гарантирует доминирование альфа-волн и наличие состояния медитации. Требуется также и высокая степень собранности и спокойствия ясного ума. А тем, кому уже знакомо состояние медитации, звуковой сигнал сразу сообщает о выходе из него, помогая быстрее реагировать и побуждая сразу пытаться вернуться в состояние медитации, а не сидеть еще целую минуту в раздумьях, например, о том, как лучше медитировать. При использовании нейрогарнитуры вторым способом можно обозначить 2 основных этапа. Первый этап – это использование сравнительно часто появляющегося во время сессии медитации звукового сигнала в качестве неврологической обратной связи для нащупывания состояния медитации.
Такой сигнал, появляющийся уже через пару секунд после снижения или повышения, в зависимости от настроек приложения, качество медитации, позволяет медитатору распознавать суть состояния медитации на самом деле в виде собственных ощущений, а не расплывчатых и витиеватых книжных формулировок, которые к тому же каждый понимает по-своему. На этом этапе в основном используется только параметр Meditation Level Threshold, порог уровня медитации, приложение EEG Медитация в любой его версии. Рекомендуется выставлять его значение таким, чтобы сигнал звучал примерно половину времени сессии медитации. Это будет обеспечивать наиболее быстрый прогресс в практике медитации. Например, начинающие медитаторы могут выставить значение 60, и затем постепенно увеличивать его до 80. На этом первом этапе в качестве наглядного примера можно выделить, например, 6 промежуточных ступеней прогресса в практике медитации самадхи, шамадхи с нейрогарнитурой на основе длительного опыта ее использования. Описание этих ступеней поможет начинающим медитаторам лучше понимать степень своего прогресса в практике медитации. На картинке изображены фрагменты 6 скриншотов различных ступеней в процессе тренировки медитации с нейрогарнитурой Mindwave Mobile второй версии. Отдельно следует отметить, что эти скриншоты получены с помощью старой версии андроидного приложения EEG Медитация, в которой использовался только eSense параметр медитация компании NeuroSky. Качество медитации в конце сессий с последними скриншотами на самом деле было еще выше, чем показано на графиках, и потому адаптация внутри алгоритма eSense параметра медитация за первую минуту сессии не успевала настолько сильно занижать его значения, чтобы они оказывались значительно менее 100. При использовании параметра No Leveling Formula, без выравнивания, графики на рассматриваемых ступенях будут примерно такими же. Сразу следует отметить, что наилучшие графики требуют сочетания целого ряда факторов, прошедших 3 часов после еды, отсутствие физической или ментальной усталости, относительного спокойствия окружающей обстановки за последнее время, отсутствие продолжительных разговоров, а также любой энергозатратной умственной активности перед медитацией и тишины во время медитации. При несоблюдении этих факторов даже хороший медитатор не сможет продемонстрировать свой максимальный уровень. На первом примере изображены типичные результаты новичка со сравнительно хаотичным графиком. В начале практики медитации новичок может сознательно влиять на параметр No Leveling Formula в сторону увеличения его значений не более чем на несколько процентов из-за отсутствия натренированности удерживания состояния медитации. Это похоже на то, как висящий на турнике новичок может только подергиваться на нем, не будучи в силах подтягиваться полностью. Также будет сказываться слабое понимание того, каким именно ментальным состоянием соответствует состояние медитации, особенно учитывая примерно 2-секундную техническую задержку отображаемых значений по сравнению с состоянием ума. Эта задержка обусловлена необходимостью использования быстрого преобразования Фурье для определения значений альфа-ритма 8-12 Гц, медленного тета-ритма 4-8 Гц и еще более медленного дельта-ритма 1-4 Гц, а также усреднением вычисляемых значений за последние 4 секунды. В результате график будет почти бесконтрольно колебаться во всем диапазоне значений, а медитация с уровнем 100 будет длиться не более 1-2 секунд. В начале такой практики нет смысла пытаться медитировать по 20 и больше минут подряд, так как фактический предел в медитации в таком случае все равно составляет не более нескольких непрерывных секунд. На этом этапе лучше выполнять 10-20 сессий в день по 1-2 минуты, чем 1-часовую вымучиваемую сессию как бы медитации. На втором примере показан результат, которого вполне возможно достигать после недели ежедневных тренировок хотя бы по 10 занятий в день по 1-2 минуты. График уровня медитации постепенно смещается вверх подобно тому, как занимающийся на турнике новичок способен пытаться подтягиваться все выше, даже если он все еще не может подтянуться ни разу. Повышается средний уровень медитации, в этом примере он равен 71. На третьем примере график все больше поднимается вверх, и еще больше повышается средний уровень медитации, в этом примере он равен 85.
Существенно увеличивается общее время пребывания в состоянии медитации с уровнем более 90, в этом примере 34 секунды из общего времени сессии 1 минута 6 секунд. Увеличивается продолжительность периодов медитации с уровнем не ниже 100 до 5 и более секунд, и такие периоды случаются по несколько раз за минуту. Начинает заметно увеличиваться продолжительность периодов медитации, когда ее уровень не падал ни разу ниже 80, в этом примере 16 секунд, что примерно соответствует медитации шаматхи. На четвертом примере график в целом поднимается еще выше, и он в целом уже редко опускается ниже 70. Такие результаты требуют длительной предшествующей тренировки безмыслия. Еще больше повышается средний уровень медитации, в этом примере он равен 90, и общее время пребывания в состоянии медитации с уровнем более 90, в этом примере 46 секунд из 67 секунд общего времени сессии медитации. Также постепенно начинает увеличиваться продолжительность периодов медитации, когда ее уровень не падал ни разу ниже 80, в этом примере 43 секунды. Но этот параметр очень капризный и требует сочетания разных факторов, упомянутых в начале этого раздела. Продолжительность периодов медитации с уровнем не ниже 100 увеличивается еще больше. На пятом примере показан результат тренировок, когда уровень медитации может не падать ни разу ниже 80 в течение минуты или дольше. Все показатели улучшаются. Такие результаты обычно достижимы при паре месяцев ежедневных тренировок по 10-20 раз в день по 2-3 минуты, хотя очень многое зависит от исходных данных, а также от того, насколько медитатор способен замечать различные отвлечения ума и легко преодолевать их на самой начальной стадии. На шестом примере показан график, вполне достижимый за несколько месяцев тренировок, но требующий сочетания разных факторов, упомянутых в начале этого раздела. В течение примерно часа или дольше удерживать такой уровень медитации могут только отдельные буддийские монахи-медитаторы. Например, Пхенджи Мингюр Ринпоче, Матьё Рикар и другие. После того, как средний уровень медитации за сессию увеличится до 90 и выше, рекомендуется не увеличивать значение параметра порог уровня медитации выше 80. В это время медитатор уже и так хорошо осознает суть состояния медитации самадхи, шамадхи, и потому звуковой сигнал уже может чаще мешать, а не помогать. Вместо этого следует несколько изменить методику медитации с нейрогарнитурой, перейдя ко второму этапу. Второй этап – оценка по графику и статистическим данным по окончании сессии при использовании все того же порога 80, чтобы звуковые сигналы не создавали излишних отвлечений ума при достижении более утонченных состояний медитации. Несмотря на то, что значение параметра средний уровень медитации за сессию при использовании параметра без выравнивания у опытных медитаторов могут достигать 150 и даже больше, при задействовании флажка 200. В приложении EEG медитации для Windows все же рекомендуется оставлять пороговое значение для подачи звукового сигнала о снижении качества медитации примерно на уровне 80. Мой, и не только мой, опыт показывает, что при настолько качественной медитации даже семантически нейтральный и совсем тихий звуковой сигнал, сообщающий о выходе из состояния медитации, уже сам по себе становится слишком сильным отвлекающим фактором, который значительно снижает качество медитации в целом. Подробнее о влиянии звуков на разных этапах практики медитации смотрите видео. Учебник медитации, часть 7. Влияние шума на медитацию, от палийского канона до EEG исследований. На этом втором этапе рекомендуется начать использовать добавленную мной в приложение EEG медитация для Android и Windows возможность прекращать сессию медитации, когда средний уровень медитации за последние 20, 30, 60 или 120 секунд, а не за все время сессии, падает ниже 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 или 90. Первые 20 секунд сессии при этом не учитываются, давая возможность медитатору за это время войти в состояние медитации. Завершение сессии при использовании этой возможности сопровождается отдельной звуковой мелодией. И на первом, и на втором этапе практики медитации можно использовать таймер одновременно с задействованием любых других функций приложений, чтобы ограничивать максимальное время сессии.
Подробнее с методом и сутью медитации самадхи шамадхи можно ознакомиться в видеоцикле «Учебник медитации» из 20 частей, а также в видеороликах «Суть самадхи» и «Суть шамадхи» на этом канале. Выше приведенные рекомендации написаны на основе моего опыта изучения восточных методов саморазвития, начиная с 1989 года. С 1997 года я посещал Индию, прожив в ней в общей сложности более 7 лет, в том числе находясь в Индии с 2001 года по 2006 непрерывно. Общение с несколькими йога-реализованными святыми, проживание в различных ашрамах с получением нескольких духовных имен и перевод нескольких десятков книг восточной тематики позволили мне немного разобраться в сути восточных учений саморазвития. Кроме того, в 2004 году я, возможно, первым из жителей СНГ, получил индивидуальную саньяса-дикшу у Самнатха Гириджи Махамандалешвара, одного из председателей индуистской монашеской линии Шри Панч Даш Намджунакхара.